Огромная высота, прозрачный пол и отсутствие защитных элементов. Некоторые известные смотровые площадки готовы не на шутку напугать посетителей. Ведь с момента открытия они все больше привлекают внимание любопытных туристов и любителей экстремальных развлечений, желающих получить очередную порцию адреналина. Функцию смотровых площадок выполняют многие известные мосты, проложенные на большой высоте, а некоторые из площадок находятся на вершине телебашен и небоскребов. И у всех них есть свои интересные особенности, а с некоторых можно даже совершить прыжок в пустоту, предварительно закрепив на поясе надежный трос. Привет, это канал Top Smiles, и сегодня мы подготовили для вас подборку из 10 крутейших завораживающих смотровых площадок мира, которые непременно вызовут у вас восторг и восхищение. Поэтому пристегивайся покрепче, и поехали! Небесная тропа над Гранд-Каньоном, США. Поражающий своим величием и красотой, создаваемой веками природой, Гранд-Каньон в США постоянно привлекает туристов и экстремалов со всего мира. Здесь на территории национального парка расположен один из глубочайших каньонов в мире, и разделяет его река Колорадо, которая за миллионы лет прорезала в горной породе глубокие ущелья. Для панорамного осмотра всей этой красоты была установлена уникальная смотровая площадка «Небесная тропа». Выполненная в виде подковы, она находится на высоте 1219 метров, и к тому же выдвинута от края каньона на 20 метров, что позволяет насладиться великолепным обзором на парк. Прозрачные поручни и пол из стекла повышенной частоты созданы для того, чтобы во время прогулки по Skywalk создавалось впечатление, что вы как будто бы парите в воздухе. Проходя по такому мостику, у туристов могут возникнуть мысли, что небесная тропа не очень надежная и может не выдержать их. Но опасения напрасны, ведь запас прочности был специально увеличен конструкторами по сравнению с требованиями для подобных сооружений. Строительство было начато в 2004 году, а 20 марта 2007 года состоялось ее торжественное открытие. В денежном эквиваленте на ее создание было потрачено около $31 миллиона. Понадобилось 500 тонн стали и 29 тонн стекла, а сам мост может выдержать нагрузку более 70 тонн. Но чтобы не перегружать конструкцию, одновременно более 120 человек на небесную тропу не пускают. Стоимость билетов на посещение аттракциона около $26, а расположен он в 200 километрах от Лас-Вегаса. Skywalk, Новая Зеландия. Видовая площадка Skywalk, расположенная в Окленде, является самой известной и популярной не только в городе, но и на всей территории Новой Зеландии. Она была оборудована на высоте 192 метра и примечательна наличием неогороженной дорожки, прогуляться по которой могут абсолютно все. Ширина этой дорожки составляет всего 1 метр и 20 сантиметров, поэтому ступить на нее отважатся далеко не все. Тем более взглянуть во время экстремальной прогулки вниз. Местом расположения такой необычной смотровой площадки стала местная телебашня, и Skywalk оборудовали на одном из последних ее этажей. Тем, кто отважится ступить на самую страшную прогулочную дорожку Новой Зеландии, необходимо будет надеть специальное снаряжение. Всем посетителям раздают защитные комбинезоны со страховочным механизмом, а в верхней части площадки оборудованы специальные крепления для страховки. В ясную погоду со смотровой площадки видны окрестности в радиусе 80 километров. А для любителей экстремальных развлечений здесь подготовлен еще один приятный сюрприз. Они могут не только прогуляться вокруг телебашни по узкому парапету, но и заняться банджи-джампингом. Билеты на самую популярную площадку Новой Зеландии стоит приобретать заранее, а в целях безопасности вход на нее строго регулируется. Кстати, единовременно по парапету могут гулять не более 6 человек. Посетителям площадки стоит учесть, что проносить внутрь фото и видеокамеры запрещено. Всем желающим запечатлеть себя на память стоит официально заказать съемку, которую здесь делают за отдельную плату. Золотой мост, Вьетнам. Это новая туристическая достопримечательность, которая в первые дни своего открытия поразила множество людей по всему миру, а всемирную известность Золотой мост получил после публикации видео в Instagram. Голден Бридж расположен на горе Тронгсан, в 30 километрах к западу от города Дананг, и был открыт в начале июня 2018 года, но уже большое количество туристов и жителей Вьетнама успели его посетить.
Уникальность моста заключается в его совершенно необычной архитектуре. Полукруглое позолоченное сооружение, построенное высотой 1414 метров и длиной 150 метров, имеет 8 пролетов и поддерживается двумя огромными руками, направленными к небу. Руки выглядят так, как будто сделаны из камня, но на самом деле их каркас сделан из стали, а ладони специально состарены, чтобы выглядеть таким образом, вроде бы они стояли здесь веками. По словам дизайнеров, должно создаваться впечатление, что руки Бога вытягивают из земли золотую полосу. А посетители на этот счет говорят, что внушительная скульптура заставляет поразиться могуществу человека, его мастерству и изобретательности. Дизайн Golden Bridge был разработан вьетнамской компанией Landscape Architecture и стал для нее особой гордостью, в которой они вложили колоссальный труд. Золотой мост стал главной достопримечательностью города Дананг и полюбился туристам из-за уникального вида конструкции. Ведь две гигантские каменные руки с реалистичным эффектом древности, будто бы удерживают его на весу. Площадка у водопада Игуасу, Аргентина и Бразилия. Одна из самых эффектных и необычных смотровых площадок мира была сконструирована рядом с водопадами Игуасу, которые считаются одними из самых крупных и величественных на планете. Ее построили прямо над водопадом на высоте 250 метров, что позволяет наблюдать, как ежесекундно устремляется вниз тонны воды, и во всей красе рассматривать местные природные достопримечательности. Фактически площадка находится в окружении стремительных потоков водопада, которых всего насчитывается более 270. С этого места открывается круговая панорама на это природное чудо, а еще на покрытые густой растительностью горы, с которых падают потоки воды. У многих посетителей складывается ощущение, что они находятся в самом центре огромного котла с бурлящей водой. Всем, кто хочет посетить одну из самых экстремальных площадок мира, обязательно стоит взять с собой дождевик, ведь площадка находится так близко к водопадам, что брызги воды вас непременно намочат. В частности, ее строительство в этом районе было организовано для того, чтобы посетители национального парка смогли во всей красе рассмотреть самый большой водопад Лодка Дьявола. Просторные площадки гости заповедника могут пройти по специальному удобному мостику, а прогулка по нему в окружении бурлящих потоков воды будет незабываемым экстремальным развлечением. Еще одна интересная особенность площадки в том, что она расположена на самой границе Аргентины и Бразилии, поэтому для посещения доступна гостям обоих государств. Путешественникам, которые решат посетить эти удивительные природные места, представится возможность наблюдать над водопадом красивейшую радугу. Camp Adventure Tower, Дания. В 2019 году в часе езды от Копенгагена открыли смотровую площадку без единой ступени. Посетители могут подняться по спирали и насладиться панорамным видом. Идея состоит в том, чтобы предложить людям обзор с высоты птичьего полета, не разрушая окружающую среду. Тропа длиной 900 метров поднимается над верхушками деревьев и позволяет насладиться красотой первозданной природы. Каждый участок тропы находится на разном расстоянии от земли, что позволяет исследовать лес на очень близком расстоянии всем туристам, независимо от их физического состояния. Кульминацией пути является 45-метровая башня Camp Adventure Tower, на которой размещена смотровая площадка с захватывающим видом на дикую природу. Отсюда открываются великолепные виды на холмы и скалы, ручьи и болота, а также на города Мальме и Копенгаген. В течение всего года с башни можно наблюдать за изменениями в лесу и городе. Башня имеет гиперболоидную форму и в некоторой степени напоминает песочные часы, а каркас изготовлен из картеновской стали, цвет которой отлично теряется в красках леса. Спроектирована она архитектурным бюро Bjarke Ingels Group, а за строительство отвечала компания Effect Architects, цель которых состояла в том, чтобы создать гармонирующее с окружающей средой здание, но в то же время выражающим современную эстетику. Язык тролля. Норвегия. Расположенная в Норвегии обзорная площадка Язык тролля давно является всемирно известной достопримечательностью и привлекает экстремалов со всего мира.
Это одна из немногих уникальных площадок, над созданием которой потрудилась сама природа. Она представляет собой небольшой каменный выступ над пропастью, который сформировался после обрушения скалы. Специалисты отмечают, что этот осколок может обрушиться в любой момент, но этот факт не останавливает устремляющихся сюда туристов. Не смущает их и то, что добраться до языка тролля можно исключительно пешком, ведь путь до этого живописного района составляет порядка 12 километров. Также стоит отметить, что никаких специальных устройств для обеспечения безопасности здесь не существует, вступить на площадку туристам предстоит без каких-либо страховок и ограничений. Расположен удивительный каменный выступ на горе Скьёгидель. Ближайшим населенным пунктом в этой местности является город Ода. С видовой площадки открывается шикарная панорама гор, а еще отсюда прекрасно видно озеро Венгидалсват, которое также является важной природной достопримечательностью этих мест. На маршруте для туристов оборудовано 3 спасательных домика, где они могут получить первую помощь и уточнить всю интересующую информацию. Также стоит отметить, что рядом с языком тролля есть несколько площадок для палаточных лагерей, поэтому в летний и весенний период все желающие могут задержаться в живописных местах на несколько дней. Небесный мост Лангкави, Малайзия. Одной из самых главных достопримечательностей Малайзии и величайшим достижением инженерного искусства является Небесный мост Лангкави. Этот пешеходный мост невероятной изогнутой формы располагается на одноименном острове Лангкави, в горах Ганунг. Он был возведен для переправы через глубокое ущелье. Его открытие состоялось в 2005 году, и он мгновенно завоевал популярность у путешественников, и до сегодняшнего дня используется ими исключительно как смотровая площадка. С моста открывается шикарный панорамный вид на Андаманское море и густые тропические леса, а также на устрашающее ущелье. Расположен мост на высоте 700 метров над уровнем моря, а его протяженность составляет 125 метров. В пасмурную погоду необычная смотровая площадка в буквальном смысле оказывается увенчанной густыми облаками, что и дало ей столь необычное название. Непременно стоит отметить и уникальные инженерные особенности сооружения, ведь мост держится всего на одной опоре. Уникальная конструкция имеет и несколько уязвимых мест. Например, в грозу находиться на мосту строго запрещено, поскольку велика вероятность ударов молний. Поэтому, если внезапно начинается гроза, то посетителей смотровой площадки эвакуируют через специальный выход. Опытные путешественники отмечают, что во время прогулки по мосту возникает невероятное ощущение близости облаков, так как в этих местах они плывут по небу действительно очень низко. Возможность одновременно любоваться и дивной природой Лангкави, и глубоким небом, и морскими пейзажами делает мост одной из самых привлекательных обзорных площадок в мире. Смотровая площадка в Альпшвице, Германия. В Германии на пике в Альпшвице есть обзорная площадка, которая способна испугать даже самых опытных и отважных путешественников. Она была построена на высоте 2628 метров и отличается очень необычной формой, которая состоит из 2 выступающих над обрывом балконов, имеющих дугообразную форму и скрещивающиеся между собой. Длина каждого такого балкона составляет 24 метра, а ширина 3. Главными посетителями платформы являются гости местных горнолыжных курортов. Добраться до видовой площадки можно на фуникулере Крюзикалпспицбан. Поездка длится около 15 минут, и за это время вдоволь можно насладиться дивными горными пейзажами. Платформа была сконструирована таким образом, чтобы никакие лишние элементы не мешали посетителям любоваться открывающейся панорамой. Часть бортиков выполнена из прозрачного стекла, а пол представляет собой крупную металлическую сетку, через которую можно легко рассмотреть простирающийся внизу ландшафт. За годы работы видовая площадка стала очень популярной, и на станции рядом с ней для туристов открыт отличный ресторан региональной кухни. Платформу Альпшвиц путешественники могут посетить круглый год,
В зимний период она иногда бывает закрыта из-за сильных снегопадов и ветра. Но все же туристам, которые решат посетить необычную смотровую площадку в теплое время года, все равно обязательно нужно взять с собой теплую одежду. Смотровая площадка Åland Lookout, Норвегия. В Норвегии над фьордом под названием Ålands оборудована уникальная смотровая площадка Åland Lookout. Разработчиками ее проекта являются всемирно известные архитекторы Томми Вильхельмсен и Тодд Саундерс, сотрудники студии Saunders Architecture. Их первоочередной задачей было создание максимально надежной и гармоничной конструкции, которая бы не нарушила окружающую природную гармонию. По этой причине обзорную площадку решено было построить из натурального дерева светлых пород. Получившийся изящный мост смело можно назвать истинным шедевром современной скандинавской архитектуры. Длина моста составляет 30 метров, а высота 9 метров соответственно, а по внешнему виду он немного напоминает трамплин для прыжков. Подойдя к краю платформы, все могут ощутить близость этого самого прыжка, поэтому ее установили в целях безопасности из высокопрочного стекла. В непосредственной близости от моста растут многовековые сосны, и прогуляться между их вершинами подарит посетителю массу незабываемых впечатлений. С водами фьорда площадку разделяет порядка 640 метров, и с момента открытия в 2006 году Åland Lookout остается одним из самых посещаемых объектов страны и входит в число необычных памятников архитектуры. И когда человек оказывается среди такого величия, его охватывает и восторг, и смятение, и страх перед этой громадиной, и в то же время желание вмешаться, посягнуть и завоевать ее. Именно эти чувства необходимо было обязательно передать в образе самого строения. Шар Эриксона, Швеция. В Стокгольме находится одна из самых необычных смотровых площадок в мире, которая называется Шар Эриксона. Местом ее расположения стало одноименное полусферическое здание, которое является самым крупным в своем роде сооружением в мире. На фасаде здания оборудованы рельсы, по которым движутся прозрачные сферические кабины, и во время такой поездки можно насладиться лучшими панорамными видами Стокгольма. Огромное здание было построено по подобию глобуса, его диаметр составляет 110 метров. Строительство было полностью завершено в 1989 году, а обзорные кабинки на фасаде оборудовали гораздо позже, аж в 2010. Максимальная высота, на которую они поднимаются, составляет 130 метров, и единовременно в каждой из двух кабин может разместиться до 16 человек. Подъем осуществляется довольно медленно, аж целых 20 минут. За это время можно в подробностях рассмотреть все городские окрестности. Для своего времени проект Шар Эриксона стал одним из самых передовых. В его строительстве участвовали профессиональные альпинисты, а некоторые стройматериалы поднимали на высоту с помощью вертолета. Во время экскурсий туристам разрешают беспрепятственно проводить фото и видеосъемку, ведь из прозрачной кабины очень удобно делать панорамные снимки города. Прокатиться на оригинальных стеклянных гондолах гости Стокгольма могут в любое время года. Стоимость билетов варьируется в пределах 5-8 евро. Если понравилось видео, ставь большой палец вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также смотри наши предыдущие ролики, которые тебе наверняка понравятся. Пока!